Его бы еще сорвать, попробовать. Есть небольшой зазор. Лебедка нам больше не понадобится. Всем привет! В этом видео я буду менять задние амортизаторы на Vespa GTS 250. Собственно, на ней амортизаторы задние уже полностью умерли, давно вытекли, вообще не работают. Менять я буду на амортизаторы USS, тайская компания, весьма бюджетные, но сами амортизаторы выполнены очень качественно, претензий по качеству, по исполнению к ним вообще никаких нет, то есть все сделано максимально качественно. Вот это весь комплект. Радует, что идут сайлентблоки в комплекте, что не характерно для других компаний, например для Молоси. Также в комплекте книжечки и 2 ключа, и карточка, и наклейки вот еще. Так, один шестигранник, чтобы расслаблять гайку, и, собственно, вот такой ключ, чтобы эту самую гайку регулировать. Тут есть инструкция на тайском и на английском языке. Вот что они нам пишут. Ладно, я за кадром изучу и перейдем к установке. Я пытался понять, что не так с этой инструкцией. Инструкция, оказывается, для вот таких амортизаторов, которые имеют все 3 настройки. У этих амортизаторов только преднатяг пружины. Ну, в общем, будем их настраивать по ощущениям езды. И переходим к установке. Установка здесь весьма непростая. То есть гайка, точнее болт с гайкой амортизатора вот там. Для этого нам надо либо снять, либо, я надеюсь, достаточно будет отодвинуть воздушный фильтр. Но сейчас к этому и перейдем. Но для этого сперва надо снять саблю. Откручиваем гайку здесь. Используем коробочки для болтов, чтобы их потом не терять. Очень удобно, когда коробочки магнитные, магнитятся к столу, и они не упадут, если их случайно зацепить. Отлично, теперь надо выкрутить вот этот саморез. Снимаем порог, он сидит здесь на 3 штырях в резинках. Вот раз, два, 3. Сняли. Далее воздушный фильтр. 3 болта. Под ключ на 8. Не очень удобно, очень глубоко и нужно доставать пинцетом. Так, поднимаем воздушный фильтр, отодвигаем в сторону. И да, нам достаточно будет места, чтобы выкрутить этот болт с гайкой. Правда, не получится использовать гайковерт. Да. Ага. Его бы еще сорвать, попробовать. Ладно, прибегнем к помощи гайковерта. Все-таки можно подлезть. Так, эта сторона есть. Переходим к следующей. Вот эта гайка, она расположена прямо за глушителем. Я не знаю, получится ли это сделать без съема глушителя, но я попробую. Потому что снимать глушитель очень сильно не хотелось бы. Воспользуемся ВДшкой и попробую еще раз. Чуть позже, если не пойдет гайка, то буду снимать и как-то отстранять, отгибать глушитель. Также пока ВДшка работает, подготовлю стропу, чтобы можно было поднять Веспу за багажник.
О, пошел. Возьму накидной ключ с трещоткой, чтобы ускорить процесс. Еле пролез ключ вместе с гайкой. И я не уверен, хватит ли здесь места, чтобы достать амортизатор вот сюда, в эту сторону, снять. Как будто нет, и надо точно минимум приотстранить заглушитель. Окей, давайте этим и займемся. Также я заметил такую вещь, что постоянно отгибается вот эта держалка крепления, которая удерживает тросик. Ну, тросик в правильной позиции, их тут две, но вторая сверху обломана. Вот это разгибается, и поэтому я ее сейчас заменю на другого формата. Вот на такую я ее заменю. Я думаю, вот такая. Да, она сюда отлично подходит. Нет, не той стороной установил. Вот так. Я приотпущу крыло, чтобы крыло, вот эту часть, чтобы спокойно установить крепление, и потом прикручу обратно. Все, вот теперь пошло. Придвигаем туда. Все, теперь тросик тут отлично сидит, ничему не мешает и не будет выскакивать. Так, попробуем, насколько затянуты болты глушителя. Нормально. Тоже нормально. И последний. Не подлезть. Вот так, я же сомневаюсь, что у меня хватит сил. Нет. Тоже хорошо, окей. Попробую выкрутить болты глушителя сильно, но не до конца. Почти до конца и отстранить глушитель. Возможно, этого места хватит, чтобы достать амортизатор. По идее, теперь должно хватить места. Теперь нужно открутить верхние болты амортизатора. Для этого надо опустить подъемник, снять унитаз и снять накладку, которая закрывает эти болты. Сейчас займемся. Для этого нам нужен шестигранник пятерочка, и откручиваем болты. Шайба у меня упала, надо поднять. Так как я буду поднимать за багажник, надо закрутить болты крепления багажника передние. Ну, собственно, вот здесь ключ на 13 и отверткой придерживаем. Так, нужно выставить вес по центру от лебедки, чтобы не было, чтобы когда я ее приподниму, она не убежала куда-то в бок. Все, мы видим, что амортизаторы уже вышли. И их можно просто снять, да. Снять и достать. Вот только как достать, пока что вопрос.
Так, я положил на стол стандартные амортизаторы стоковые. Хотя это не стоковые, это уже какой-то тут эскорт. Это тоже эскорт. Чтобы сравнить. Вот. Сопоставим. Длина у них примерно одинаковая, но, видимо, за счет большей длины у этого амортизатора меньше сайлентблоки, и оно компенсируется. Хорошо. Втулки. В один из них нужно будет вставить втулки. Втулки подходят, вставляются отлично, но есть небольшой зазор, что на втором то же самое. Я думаю, это не критично. Если амортизатор будет чуть-чуть играть. В целом можно переходить к установке. Заранее откручиваю гайки, снимаю верхние сайлентблоки, чтобы они не мешали, чтобы потом не делать этого внутри Веспы. Также перед установкой я решил очистить и привести в нормальный вид, очистить резьбу, которая здесь уже подгнила, втулки и болт. Обязательно после такой чистки промасливаем их, потому что иначе они заржавеют после первого же попадания воды. Вот я использую крышку от баллончика, промасливаем их, растираем, чтобы масло было полностью везде. Втулках также. И вытираем их просто тряпкой без каких-либо очистителей, чтобы масло осталось. И в таком промасленном виде будем их устанавливать. Также я заменю старые гайки и шайбу на новые из нержавейки с новым фторопластовым кольцом. Можно переходить к установке. Начнем с этого амортизатора, который со стороны глушителя. Так, просовываем его туда и одеваем. Сейчас я посмотрю, как это выглядит отсюда. Также у амортизаторов есть сторона, и та, которая более углублена, она должна быть к скутеру. Все отлично, все встало. Посадка здесь плотненькая. Сейчас наживлю гайку и шайбу и перейдем ко второму. Так, берем второй амортизатор со втулками, берем болт и несем. С этой стороны амортизатор ставится в другую сторону, вот этим выступом в сторону воздушного фильтра. Вставляем болт, наживляем гайку и будем опускать. Так, опускаем, смотрим, надо попасть в отверстие для... Так, тут куда-то зацепилось. Нужно попасть в отверстие четко, сразу обоими амортизаторами. Это не всегда сделать просто, но возможно. Что я попал обоими. Лебедка нам больше не понадобится. Теперь берем сайлентблоки, шайбы и гайки. Прожимаем чуть-чуть подвеску и наживляем. И теперь в обратной последовательности держим отверткой. Тут уже ключ на 14. Да, вот, докрутили до конца, до упора гайки в направляющие. Все. Теперь выкручиваем назад это. Зажимать вот эти болты вот так не нужно.
достаточно просто вот так. Они не несущие, и они не раскрутятся. Это болты, которые держат пластиковую накладку и переднюю часть багажника. Большой нагрузки они не несут, поэтому зажимать их сильно нет смысла, вы просто портите этим пластик. Так, здесь гайковертом я не подлезу, поэтому возьму ключ. Так, меняем трещоточный ключ на обычный и затягиваем. Затягиваем не очень сильно, потому что гайка новая, с новым второпластовым кольцом, она не открутится. Теперь обратно подтягиваем глушитель. Я посмотрю в мануале, с каким моментом затягивать эти болты. Так, момент затяжки болтов крепления глушителя 24 ньютона. Я уже подготовил ключ. Накручиваем на нем 24 ньютона. 24. Так, устанавливаем назад воздушный фильтр. Я заранее подготовил динамометрический ключ с усилием 9,5 ньютонов. Наживляем болты. Протягиваем динамометрическим ключом. Теперь устанавливаем назад саблю. Важно попасть вот этими выступами в пазы. Вот видите, у меня уже один сломан. Пазы вот здесь. Вот один, вот второй. Надо попасть в начало линии. Вот так. После направить в резинки. Попасть вот здесь, туда. И после сжимать резинки. Так, все попало. Шайба, гайка. Ключ на 13 и закручиваем. Тянем не сильно. Вот до хруста, например. И остался один последний саморез. До хруста крутить не надо, что у меня там все поломано, и в оригинале там должна стоять другая клипса сразу встроенным болтом на 6 миллиметров, а не на 8. Это конкретно мой случай. Все, замена амортизаторов готова. Останется покататься, проверить и, возможно, поднастроить еще преднатяг пружины. Все, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. Вставляем втулки и в таком виде несем. Разворачиваем правильной стороной. Хотя, может быть, с этой стороны не так. Так, я ошибся, и прошлое надо удалить. Сейчас заново.